Всем здорово, чуваки! Вы находитесь на канале Мишарин, меня зовут Сергей. Вы уже привыкли меня видеть сидящим за столом, обучающим монтажу, но сегодня мы находимся на улице, потому что здесь красивые пейзажи, и на обзоре у меня вот такой вот сегодня объектив. Я очень люблю аноморфотную оптику, именно поэтому она у меня сегодня в руках. И, кстати, спасибо большое компании Vormax Lens и Максиму Воронину за предоставленный объектив. Ссылки на сайт и группу ВКонтакте я оставлю в описании под этим видео. Но сейчас давайте я вам расскажу, что же это все-таки за объектив. Данный аноморфот состоит из двух частей. Первая часть — это усовершенствованный Helios 44-2 советский объектив. Почему усовершенствованный? Потому что у него есть вот такая вот шестеренка, при помощи которой, во-первых, вручную удобно фокусироваться, то есть очень легко вот так вот нащупать его. Но, во-вторых, у него имеется специальная вот такая вот накладка, как вы видите, там внутри находится овал. Он находится перед самим объективом. И именно благодаря вот такой вот специальной накладке у нас появляется овальное боке, которое мы привыкли видеть у настоящих аноморфотных объективов. Ну и вторая часть данного аноморфота — это сама аноморфотная насадка, внутри которой имеются две аноморфотные линзы. Ну и если вы вдруг не знали, то смысл аноморфотного объектива в том, чтобы дать нам пространство кадра только в ширину. Наверняка вы слышали про широкоформатные видео, и многие из нас уже привыкли смотреть видео и фильмы в формате 16:9. Так вот, при помощи аноморфота мы можем получить видео в формате 2:39:1 или 2:35:1 и так далее, в зависимости от коэффициента аноморфирования. Естественно, аноморфотные объективы бывают разного фокусного расстояния, как и обычные объективы. В данном случае у нас это 58 мм, как я и говорил, ну а насадка у нас с коэффициентом аноморфирования 1,3х. Это значит то, что мы можем вычислить фокусное расстояние вот этого Гелиоса с этой аноморфотной насадкой. В нашем случае фокусное расстояние равняется 58 мм. И коэффициент аноморфирования 1,3, значит делим на 1,3 и получаем 44, грубо говоря, с половиной миллиметра. Получается, что пространство по горизонтали у этого аноморфотного объектива будет столько же, как если бы мы снимали на объектив с фокусным расстоянием 44 мм. По-любому каждый из вас видел в фильмах черные полоски сверху и снизу кадра. Многие сейчас начали добавлять эти полоски на монтаже для того, чтобы имитировать широкоформатное видео, но при помощи аноморфотного объектива мы добьемся этого естественным путем. Давайте установим сейчас этот объектив на камеру, и вы наглядно увидите, как это выглядит. Мы переместились на новую локацию, и в данном случае у нас ярко светит солнце, поэтому я накручу ND-фильтр, чтобы у нас был правильный смаз, киношный, так скажем, на видео. И как видите, особенностью этого объектива еще является то, что можно накрутить какие-либо фильтры. Я выставил 50 кадров в секунду и выдержка 1/100. И с ND-фильтром я могу сейчас регулировать яркость картинки. В принципе, все окей. Как вы знаете, если вы возьмете какую-то старую аноморфотную насадку и захотите ее приставить перед объективом, вам придется фокусироваться и на насадке, и на объективе. Естественно, для этого есть фокус-модули специальные, которые ставятся еще перед аноморфотом, для того, чтобы исключить двойной фокус и фокусироваться только на фокус-модуле. Но важной особенностью этого аноморфота является то, что у него сквозной фокус, то есть фокусируемся мы только гелиосом. Мы будем использовать внешний монитор, потому что не у всех камер, как вы знаете, есть функция ужимания картинки, так скажем. В нашем случае на Blackmagic Pocket есть такая функция, но на примере внешнего монитора я вам покажу, как ужать картинку, если у вас вдруг такой функции нет. Я использую монитор Philwood, и вот так вот получается я кликаю на экран 2 раза, и здесь есть функция Anamorphic. Мы на нее нажимаем, включаем ее, и как вы видите, здесь написано 1,3х. То есть сейчас мы картинку сделали нормальной, широкоформатной, уже с естественными полосами сверху и снизу. Ну и давайте наглядно подснимем несколько кадров и покажу вам картинку, как она выглядит. И как раз мы снимаем сейчас напротив солнца, чтобы показать вам блики вот эти аноморфотные, которые вы часто привыкли видеть в различных фильмах. Ну, допустим, я сделаю какую-то проводку. Допустим, вот так. Открываю на максимум диафрагму для того, чтобы вы могли оценить вообще качество этой аноморфотной насадки. Потому что, как правило, аноморфотные насадки съедают очень сильно резкость и бывают плохо через них фокусируются. Но в нашем случае вот у этого объектива от компании Vormax Lens все окей. Ну и также вы сейчас можете наглядно видеть овальное боке, которое характерно аноморфоту. Подснимем какие-нибудь листики. Когда я держу этот объектив в руках, мне прям хочется снимать, мне хочется снять фильм. Как вы видите, уже блики очень даже красивые. С правой стороны я сейчас навожусь на солнце. Я лично обожаю горизонтальные блики. Сделаем еще несколько кадров и посмотрим, как объектив себя ведет в неконтровом освещении. Прикольно. Какой-нибудь значок снимем.
Итак, я наснимал уже несколько кадров, поэтому прямо сейчас давайте отправимся в монтажную программу, и я вам покажу, как ужать такое видео и сделать его пропорциональным. Итак, на таймлайне у меня уже есть файлы, которые я наснимал в парке, и для того, чтобы нам их правильно, так скажем, ужать, нужно сделать следующее. Переходим в окно Project и ищем нашу секвенцию, которая вот здесь вот имеется, нажимаем на нее правой кнопкой мыши, Sequence Settings. Как вы знаете, в Full HD формате кадр по высоте равен 1080 пикселей, а так как коэффициент аноморфирования нашего объектива 1.3х, это значит, что 1080 мы должны разделить на 1.3 и получим высоту нашего кадра. То есть в данном случае у меня получается 860 пикселей. Применяем это значение, нажимаем ОК, и нам вылезает предупреждение о том, что у нас размер кадра не совпадает с размером секвенции. Мы подтверждаем, нажимаем ОК. И теперь у нас композиция правильная, то есть она уже сделана под аноморфот, но наше видео еще не ужато. Мы должны это сделать следующим образом. Мы выбираем какой-нибудь кадр, убираем галочку здесь на Uniform Scale в параметре Effect Controls, и верхний параметр Scale, Scale High, мы изменяем, то есть уменьшаем его до тех пор, пока у нас не пропадут вот эти черные полоски. Как видите, они появляются, и сейчас мы возвращаем чуть scale, пока полоски не исчезнут. Вот так вот, 80 примерно. Получается, что в моем случае по высоте scale будет равен 80. Мы копируем этот параметр Motion, выделяем все видео и вставляем на остальные видео. Тем самым сейчас у нас уже правильно кадр ужат, так как нам нужно. В общем-то, вот такой вот способ правильно ужать видео. Не делайте ни в коем случае это на глаз, потому что вы можете сделать так, что в каких-то кадрах у вас будет лицо растянутое, в каких-то сплющенное и так далее. Но, допустим, случилось так, что вы снимали на аноморфот и не знаете у него коэффициент аноморфирования, на что делить. Тем самым мы прибегаем к следующему способу. У меня есть вот такой вот кадр. Я его снял не просто так, а потому что здесь круглый объект в кадре. То есть в данном случае объектив, он идеальной круглой формы, но из-за аноморфота он, как вы видите, вытянутый. И для того, чтобы нам его ужать, мы будем ориентироваться по вот этому идеальному кругу, который мы получим в дальнейшем. То есть сейчас у нас также здесь убрана галочка Scale, то есть мы уменьшаем, вот так вот уменьшаем и получаем вот такой вот кадр, где у нас объектив идеально круглой формы. Тем самым мы делаем картинку правильной, не прибегая к каким-то цифрам. В общем, вот такой вот интересный лайфхак для тех, кто не знал коэффициент аноморфирования своего аноморфотного объектива. Ну и как вы знаете, аноморфотные объективы стоят очень дорого, поэтому по ссылочке в описании я оставлю сайт Wormax Lens, также группу ВКонтакте. Переходите, посмотрите, потому что он предоставляет свои аноморфотные объективы по доступным ценам. Ну а на этом все. Если вам урок был полезен, ставьте побольше лайков под этим видео, подписывайтесь на канал. Всем пока!